Всем привет! Джеффри Даммер хладнокровно убил более 17 юношей, но это число не сравнится с количеством жертв Джона Гейси, клоуна-убийцы. А на чьем счету более 500 убийств? В этом ролике мы расскажем о самых кровавых и жестоких убийцах в истории, а в конце видео вы узнаете, кем на самом деле был прославившийся в свое время Джек-потрошитель. Джон Уэйн Гейси. Американский серийный убийца, известный как клоун-убийца. Возможно, именно этот преступник послужил вдохновением для культового романа Стивена Кинга «Оно». Гомосексуал-насильник, толстый клоун-убийца с извращенными садистскими фантазиями. В детстве стал жертвой педофила и развратных действий. Свою патологическую любовь проявлял на всех местах работы. В морге приставал к трупам, в забегаловке KFC совращал мальчиков, в строительном бизнесе насиловал и убивал молодых рабочих. Несмотря на то, что отсидел 1,5 года за растление малолетних, добился высокого социального статуса, занимался общественной деятельностью и благотворительностью и даже имел принадлежность к секретной службе США. Однако самым страшным было то, что Гейси подрабатывал клоуном по имени Пого на детских утренниках. Маньяк жил двойной жизнью. Делал добрые дела для города, успешно скрывал свое тюремное прошлое, а вместе с этим садистски насиловал и убивал подростков, которые приходили к нему на работу. Трупы сбрасывал в подвал, пока тот не переполнился. По итогам расследования полиция нашла в подвале 29 трупов и еще 4 тела в реке неподалеку. Во время суда Гейси шутил, что виновен только в содержании кладбища без лицензии. Маньяк пытался выдать свои преступления за случайные убийства во время сексуальных игр и пробовал притворяться сумасшедшим. Однако ничего из этого не сработало, и Джона Уэйна Гейси приговорили к нескольким пожизненным срокам и к 12 смертным казням. Убийца всеми силами пытался избежать приговора, неустанно писал апелляции и настаивал, что Бог вернул ему гетеросексуальную ориентацию. В камере смертников рисовал портреты клоунов, к которым всегда был неравнодушен. Эти картины покупали различные галереи и частные коллекционеры. Гейси был казнен в 1994 году. Его последними словами стали «Поцелуй меня в зад». Дэвид Берковиц. Дэвид Берковиц, он же убийца 44-го калибра, меньше чем за год методично застрелил на улице 6 человек и еще 7 ранил. Настоящее имя убийцы – Ричард Дэвид Фолка. Однако мир знает его как сына Сэма. Запутались в именах? Сейчас все поймете. Родился Ричард в семье Бетти Бродер и Тони Фолка, но последний был неродным отцом. Бетти изменила мужу с женатым мужчиной, который потребовал от любовницы избавиться от ребенка. Натан и Перл Берковиц добродушно приняли малыша в свою еврейскую семью. В детстве Дэвид страдал пироманией и вел дневник своих странных наклонностей. Жилось ребенку в новой семье неплохо, но все пошло наперекосяк после преждевременной кончины приемной матери. Натан заново женился, а Дэвид этого не принял. Он увлекся поджигательством, пошел в армию. На военной службе в Южной Корее влюбился, а вместе с первой любовью получил еще и гонорею. Немного погодя, Берковиц принял христианство и нашел свою настоящую мать. Но с близкими отношения у него не клеились, и обиженный на весь мир, он принялся срываться на незнакомцах. Дэвид приобрел крупнокалиберный револьвер «Бульдог» и устроил охоту на людей. Под прицел попадались молодые привлекательные девицы или влюбленные парочки. Весь Нью-Йорк стоял на ушах. Полиция пыталась найти убийцу даже при помощи экстрасенсов. Наконец, в июле 1977 года его вычислили по штрафу за парковку. При аресте он радостно приветствовал полицейских. «Ваша взяла, но почему так поздно?» Под следствием Берковиц начал косить под сумасшедшего и нести бред. Утверждал, что при помощи телепатии его заставлял убивать то ли сосед Сэм, то ли его черный лабрадор по кличке Харви, который лишь притворяется собакой,
а на самом деле является неким демоническим существом. За это полиция и СМИ стали называть его сыном Сэма. Сам же Берковиц писал о себе: «Я монстр, Вельзевул, пухленький бегемотик». На суде Берковиц был признан вменяемым и приговорен к 365 годам тюрьмы. В конце концов, сын Сэма признался, что врал о демонах и убивал из-за половых комплексов. Сейчас Берковиц находится в тюрьме, проповедует христианство. Гарольд Шипман. Гарольд Шипман был британским доктором, а еще одним из самых страшных серийных убийц в истории населения Земли, на счету которого было подтверждено более 250 убийств. Гарольд Фредерик Шипман был гордостью семьи. Смышленый, симпатичный мальчик, один из лучших учеников в классе, неплохой спортсмен. Вполне возможно, что Гарольд никогда бы не задумался о поступлении на медицинский, если бы не одно обстоятельство. Когда ему было 17 лет, от рака скончалась мать Вера. Она уходила долго и мучительно. Болезнь буквально сжирала ее изнутри. Именно в юношеской травме Шипмана судебные психиатры затем углядели корни расстройства его личности. Медленное угасание матери, к которой он был сильно привязан и никак не мог помочь, дело в нем чувство беспомощности, и он это чувство хотел подавить. Гарольд без труда поступил на медицинский факультет в Лидский университет. В 1970-м, после окончания учебы, Шипман поступил на работу в поликлинику Тормордена. Примерно через 4 года вскрылось, что доктор Гарольд наркозависим. Он выписывал пациентам рецепты на морфин, в котором они не нуждались, и забирал запасы себе. В 1979-м терапия была завершена. Гарольд и Примроуз переехали в городок недалеко от Манчестера, Хайд. Там Шипману удалось устроиться на работу в местную больницу. Его почитали в собственном кругу. Доктор не скрывал, что в прошлом был наркозависим, и его откровенность не шокировала коллег, а скорее наоборот, располагала. Вскоре, заработав определенную положительную репутацию и обзаведясь внушительным списком преданных, Шипман перешел на частную практику. Доктор умел располагать к себе людей и внушать им доверие. Даже его личная секретарша позже рассказывала, что отправляла всех своих родственников лечиться к Шипману. Ее не смутил тот факт, что почти все они в результате его лечения скончались. Впрочем, вскоре сослуживцы доктора стали выражать беспокойство по поводу высочайшей смертности в области, а еще большущего числа подписанных форм для кремации старых дам. Кое-какие тела позднее были эксгумированы, и изучение трупов продемонстрировало присутствие в них героина. Позже установили, что Шипман преднамеренно вводил смертельные дозы героина большей численности больных. Вслед за тем он подделывал бумаги по завещанию, наследуя большие суммы средств. Он также подделывал бумаги на кремацию, дабы всецело замести отпечатки. В январе 2004 года Шипман повесился в собственной камере в тюрьме Уэкфилд. Тед Банди. Теда Банди нередко называют самым красивым серийным убийцей в истории. И неудивительно, ведь парень походил на настоящую кинозвезду. Высокий рост, гармоничные черты лица и обаятельная улыбка. Более того, он был чрезвычайно умен, красноречив и обходителен. Но под этой привлекательной маской скрывался один из самых страшных преступников в истории США. Монстр, убивший десятки молодых девушек и дважды бежавший из тюрьмы, ловкий манипулятор и психопат. В отличие от других убийц, Банди никак не попадал под профиль типичного маньяка. Вырос парень в христианской семье, окончил юридический, получил диплом психолога. Сам он в интервью с журналистом Стивеном Мешо говорил, что детство было одним из самых счастливых периодов его жизни, а в его биографии не было ничего, чтобы указывало на то, что он способен совершить убийство. Каждое воскресенье он ходил с мамой и отчимом в церковь, а по будням играл с соседскими детьми в подвижные игры. Будучи взрослым, харизматичным и воспитанным, Банди знакомился с женщинами в общественных местах.
Он притворялся хромым и нуждающимся в помощи. Девушки соглашались помочь красавчику с гипсом донести вещи до машины, а там Банди оглушал их ломом, насиловал и душил. В суде Тед был обвинен в 2 убийствах, а уже потом всплыли доказательства еще около 30 эпизодов. Впрочем, адвокат Теда Банди до сих пор уверяет, что Банди лично рассказывал ему о более чем 100 убитых человек, причем не только женщин. За время судебных разбирательств Банди успел совершить 2 побега. Выпрыгнул из окна библиотеки, пока изучал там юридические книги для защиты в суде, а после 2-го ареста похудел и протиснулся в проделанное в потолке отверстие. За время 2-го побега успел учинить бойню в женском общежитии во Флориде. После вынесения смертного приговора еще несколько лет прожил в тюрьме, получая письма многочисленных поклонниц и раздавая кучу интервью. Банди даже успел жениться и зачать ребенка во время законных супружеских свиданий. Уже перед самой смертной казнью признался в обезглавливании, эксгумации и некрофилии, а также в том, что до такой жизни его довело увлечение жестким БДСМ-порно. Уже идя по коридору к электрическому стулу, Банди взял на себя ответственность за убийство еще одной 15-летней девушки – Джеффри Дамер. Джеффри Дамер – гей-каннибал с шоколадной фабрики по кличке Милуокский монстр. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами. Большинство из них были чернокожими гомосексуалами, которых он насиловал, убивал и иногда употреблял в пищу. Дамер родился в обычной американской семье. Мать была домохозяйкой, отец – доктором философии. Родители часто ссорились, мать проходила психиатрическое лечение. Будучи ребенком, Джеффри был замкнутым и скромным. Он занимался теннисом и школьной газетой, играл на кларнете в оркестре, а в свободное время интересовался анатомией мертвых животных и собирал странную коллекцию из частей тел умерших зверей. Хранил он их дома в формальдегиде, а на участке позади дома устроил настоящее кладбище домашних животных. Со школьной скамьи Джеффри пристрастился к алкоголю. В 13 он осознал свою гомосексуальность. Свое первое убийство Дамер совершил в 18 лет. В тот день родителей не было дома. Со скуки парень пригласил домой несовершеннолетнего автостопщика, с которым они весело провели время. Когда приятель засобирался домой, Дамер ударил его гантелью по голове, задушил, а после расчленил. После армии у Дамера появились фантазии о сексе с мужчинами без сознания, которые он принялся реализовывать на практике. Он знакомился с парнями в гей-барах, накачивал их наркотиками, занимался сексом, убивал и фотографировал все это на полароид. Со временем у Дамера развились и некросадистские наклонности, а также жажда экспериментов в области лоботомии. Дамер отчаянно пытался создать зомби. Останки тел он растворял в 260-литровой бочке с кислотой. Джеффри совершал свои безумства в съемной квартире номер 213, а параллельно работал на местной шоколадной фабрике. При обыске жилища следователи обнаружили фотографии расчлененных трупов, части человеческих тел и гамбургер с человеческим мясом. В 1992 году Милуокский монстр был признан виноватым в совершении 15 убийств и был приговорен к 15 бессрочным срокам. Впрочем, всего только через 2 года он был избит до смерти сокамерником. Джек-потрошитель. Живот вспорот, горло перерезано. Именно так 31 августа 1888 года расправился со своей первой жертвой Джек-потрошитель. Убийца, чье имя впоследствии стало нарицательным. Он некогда держал в страхе весь Лондон и прославился не только своей жестокостью, но и потрясающей скрытностью. Полиции так и не удалось его поймать, и лишь сейчас исследователи смогли приоткрыть завесу тайны и предположить, кто же скрывался под страшным псевдонимом.
Известно, что убийца орудовал в 1888 году в районе Уайтчепел, где и напал на 5 проституток. Все найденные тела были изуродованы глубокими ножевыми ранениями. Изучив характер ран, полиция предположила, что маньяк мог оказаться мясником или же хирургом. Удалось даже определить примерное место жительства преступника, ничем не выделявшегося из толпы. Однако, допросив несколько сотен подозреваемых, следствию так и не удалось установить настоящее имя виновного. А как-то раз, в сентябре, в агентство новостей пришло письмо, адресованное директору. «Дорогой шеф, я со всех сторон слышу, что меня уже схватили, но им меня не взять. Я не перестану их резать, пока меня не поймают. Вы обо мне скоро услышите». Постскриптум гласил: «Придержите это письмо, пока я еще кое-что не натворю. Тогда и напечатайте: ваш Джек-потрошитель». 2 дня спустя потрошитель совершил уже двойное убийство, вновь напав на уличных проституток. При этом одна из жертв была обезображена пуще прежних. Джек изуродовал ей лицо, полностью вынул кишечник и обмотал его вокруг правого плеча, а также вырезал почку. Только в 2014 году миру назвали предположительное имя Джека-потрошителя – Аарон Косминский, который был польским иммигрантом. Такие выводы сделал доцент молекулярной биологии в университете Ливерпуля Яри Лоухелайнен на основе молекулярного анализа Шали Кэтрин Эдоус, одной из жертв потрошителя. Однако, несмотря на все анализы и исследования, никто не может сказать наверняка, действительно ли Косминский был безжалостным хладнокровным убийцей или им все же был кто-то другой. На этом у нас пока все. Всем хорошего настроения и до встречи!